Мы не можем сказать точно, до каких пределов дойдет наш разум в той или иной ситуации. Мы не контролируем многие процессы в нашем организме и психической активности. Просто подчиняемся тому, что хочет наше тело. Мы хотим есть и едим, хотим спать и ложимся спать. Нередко подчиняемся эмоциям. По сути, мы ведь состоим из мира эмоций, и если не выходит из-под контроля, то человек растворяется в них до последнего атома, перестает принадлежать себе. Мозг и психика – это не открытые и еще до конца не изученные области, а человек всегда стремится проникнуть в закрытые двери за потайной смысл, скрытый из завесы. Что ж, современный человек, подчинив себе науку и самые невероятные возможности, продвинулся очень далеко. Но как бы ни был силен разум человека в попытке подчинить ментальную реальность, проведя нескончаемую вереницу опытов, он всегда натыкался на то, что принято называть сингулярностью. Точнее, человеческий разум никак не мог ее достичь. Что мы называем сингулярностью? Под этим термином подразумевается момент в будущем, когда искусственный интеллект станет настолько умным и способным, что сможет развиваться и улучшаться самостоятельно, без помощи людей. Это приведет к быстрому и непредсказуемому технологическому прогрессу, который изменит нашу цивилизацию. Но появились обстоятельства, которые помогли человечеству пусть и не перешагнуть этот барьер, но уверенно занести над ним ногу, готовясь сделать уверенный шаг. И обстоятельства эти вне нашего мира, за границей понимания привычного уклада вещей. Обстоятельства эти связаны с вмешательством внеземного разума. Илон Маск сидел в своем кабинете и привычно перебирал рутинную документацию, просматривал сообщения в мессенджере, готовился совершить пару-тройку звонков. Одет он был в цветастые шорты и расстегнутую пляжную рубашку, что несколько не вписывалось в строгую обстановку современного кабинета на 12-м этаже офисного здания в деловом квартале Нью-Йорка. Ну и плевать. Илон Маск по праву считал себя гением, а гению многое простительно. Даже если он будет сидеть в кабинете, в чем мать родила, а секретарша будет наяривать ему минет с заглотом, то прогресс от этого не застопорится ни на секунду. Да и кого волнует чужая половая ориентация? Огромное панорамное окно демонстрировало лужайки швейцарских полян, горных плато и озер. Изображения медленно сменяли одно другое, наплывали друг на друга, формируясь в образы и картины. Илон Маск взял небольшой вытянутый пульт со стола и нажал комбинацию кнопок. Голографический проектор озарился синим свечением, сформировал луч и направил его к окну. Вместо зеленых полян, цветов и ручьев на стекле возникло изображение космоса с планетами, астероидами и переливающимся свечением далеких созвездий. Медленно, по космической темноте, расцвечивая ее зеленовато-морскими огнями, двигался продолговатый космический корабль с надпись USA Starlink. Илон Маск мечтательно вздохнул и упер руки в подбородок. В помещении кабинета стало темнее. Маск был поглощен предоставленным зрелищем. Мысли медленно уплывали вдали космоса, к неведомым звездам и галактикам, к космическим существам, разум и действия которых были неподвластны ему. Неподвластны? Илон Маск улыбнулся, мельком глянув, а потом и присмотревшись к гербовому листу с отчетом по последним опытам, лежащему на дубовом столе. Отчет секретного исследовательского сообщества по изучению возможностей человеческого мозга. Биолаборатория 12/3. Господин Маск, осмелюсь доложить, что взаимодействие с биологическим компьютером, разработанным на основе инопланетных технологий и полученного образца мозга инопланетянина, проходит на высшем контактном уровне. Обеспечена двусторонняя связь. Периодически биокомпьютер вступает в телепатический контакт в рандомном порядке с сотрудниками из числа внутреннего персонала. Мы не можем это контролировать и подбираем средства купирования этой возможности. Эксперименты, которые были проведены непосредственно под вашей эгидой, увенчались успехом. Первые подопытные в возрасте от 12 до 15 лет демонстрируют всплесковую психическую активность, надежно подпитывая биокомпьютер ментальной энергией. Довожу до вашего сведения, что каждый испытуемый может взаимодействовать с биокомпьютером не более 48 часов. Затем наступает психоэмоциональное истощение. Развиваются признаки эпилепсии. 2 испытуемых впали в острый шизофазичный бред, наблюдаются признаки помешательства, кроме того, физическое истощение. Усиленная психическая активность сжирает запасы тела. В настоящее время работаем над вариантами дополнительной стимуляции и усиления. На рассмотрение биокомпьютера
были предложены варианты замены людей, например, высшие приматы, отличающиеся способностью социальной жизни, адаптации и простейших логичных действий, дельфины и китовые. Предложенные замены биокомпьютер отверг, поэтому требуется наладить регулярную поставку живого материала не старше 15 лет. Илон Маск в очередной раз дочитал отчет. Все бы ничего, все шло по плану. Но, по всей видимости, только ему одному было понятно, что таится, и готовится открытие из серии опытов по взаимодействию с компьютером. А это совершенно новое понимание искусственного интеллекта, тренировки и обучения новых моделей цифрового нейрона. Победа над всеми барьерами, которая позволит искусственному разуму вырваться из темницы условий, преодолеть все границы, стереть их и поступью великого мыслителя и гения начать шествовать по планете Земля. А как же человек? Человеку тоже уготовано место в блестящих замыслах. Мозг человека будет подвергнут усовершенствованию, он достигнет небывалых высот развития и сравняется в разуме с самим Богом. Илон Маск улыбнулся своим мыслям, но будет и другой человек, тот, который будет все контролировать. Илон Маск произнес вслух: «Им буду я». Он подтянул к себе бланк отчета и убористым почерком написал на чистом месте следующее. Опыты продолжать. Замену искать не требуется, поставки биоматериала регулярные. Форсируйте исследование усиления выработки эндорфинов мозгом подростков от 12 до 15 лет. Подберите варианты усиления и начинайте действовать. Причудливые завитушки букв надвигались одна на одну. Илон Маск никогда не отличался умением красиво писать. Последняя строчка уперлась в приписку от подчиненного на листе отчета. Приписка гласила: Господин Илон Маск, на нас постоянно давят военные. Прошу вас, воспрепятствуйте. Господин Войтович посещает практически все опыты, интересуется подробностями, но сам в этом ничего не смыслит. Илон Маск усмехнулся и убрал лист отчета в стопку к другим. Ими займется курьер. По секретному проекту Medium было принято решение не использовать мессенджеры или электронную почту для доставки и получения распоряжений, резолюций, бланков и тому подобной документации. Сам же Войтович и настоял. Курьер полностью контролировался им. С каждого листка снималась фотокопия, а оригинал подшивался в архив. Это существенно замедляло работу. Но, к сожалению, в проекте Medium сам Илон Маск хоть и являлся ключевой фигурой, но никак не главным лицом. Это серьезно раздражало. Но этому на горизонте маячило конкретное решение. Телефон на столе заиграл ритмичной мелодией Вивальди. Илон поднял трубку. «Да, слушаю». Секретарша спокойным голосом, который успокаивал и внушал, уверенно доложила. Господин Илон Маск, за вашей аудиенцией ожидает господин Горохов. Аудиенции. Илон Маск сам завел протокол общения с ним, и все правила были доведены практически до всех контактных сотрудников. Да, мелочка, давно его жду. Пусть войдет. В кабинет, уверенной походкой, на ходу подмигнув секретарше, вошел двухметровый лысый мужчина, одетый в серый деловой костюм. В тот момент, когда он входил, Илон Маск снова взял пульт голографического проектора. Теперь вместо космических пейзажей и лугов Швейцарии запечатлелись вполне тривиальные окна зданий из стекла и бетона в 100 метрах от офисно-административного центра SpaceX. Голограф перестал проецировать изображения и картины. Илон Маск, не вставая, приветствовал вошедшего мужчину. «Здравствуйте, господин Горохов. Какая у вас интересная фамилия, Горохов». Последнее «В» Илон Маск произнес как удвоенное «Ф». «Горохов, вы не из древнего рода русских дворян?» Пришедший мужчина снисходительно улыбнулся, смотря прямо в глаза Илону Маску. «Давайте перейдем сразу к делу, господин Маск». Ученый-гений отвел взгляд, не смог выдержать того, что видел в глазах визитера. Снова взял пульт голографического проектора, но отложил и застучал кончиками пальцев по столу. «Ну, к делу, так к делу. Итак, судя по вашему досье, вам пришлось много в чем поучаствовать. И судя по тому, что вы еще и умудрились дожить до своих 55 лет, то вполне успешно поучаствовать». Илон Маск открыл свой ноутбук и пробежал взглядом по заранее открытому досье. Итак, Чечня. Вы служили в отряде спецназа. Ряд успешных операций, там же первые награды и ранения. Контртеррористические операции, освобождение заложников. После Югославия, Азербайджан и Грузия все так же в составе российского спецназа. И все это до 2014 года, если досье не врет. Затем вы вместе со своим подразделением перешли на службу. Господин Маск, мне известно мое прошлое. Давайте определимся, чем мне предстоит заниматься в дальнейшем.
Илон Маск закрыл ноутбук и встал из-за стола. Подошел ближе к окну. Мужчина в сером костюме проследил за ним взглядом. Дойдя до окна, Илон Маск резко развернулся и снова вернулся за стол. Ваша задача — вот этот человек. Маск снова открыл ноутбук и развернул его к Горохову. На бывшего офицера спецназа с крупной фотографией взирал улыбающийся глава отдела специальных операций Джон Войтович. Ни один мускул не дрогнул на лице Горохова, но внутри его пронзил озноб. Он прекрасно знал этого человека. Маск дождался, пока Горохов изучит изображение, и снова закрыл ноутбук. «Ваше подразделение находится в Нью-Йорке?» Спецназовец-наемник кивнул головой. «Да, именно так. 3 человека. На реализацию нам потребуется не меньше 2 недель, включая срок подготовки». Илон Маск поморщился. «Это слишком долго. Я думал, вы профессионал». Горохов смотрел ледяным взглядом в глаза собеседника. «Я профессионал. Все мои люди профессионалы. Вы об этом знаете. 2 недели – предельный срок. В любое время, до тех пор, пока мы не заключили контракт, вы можете отказаться». Илон Маск задумался. «Нет, знаете, все нормально. Простите мне мои слова. Я могу рассчитывать на результат и получить какие-то гарантии?» Горохов хищно усмехнулся, оскалился, как волк, настигающий жертву. «Через 2 недели я принесу вам его кости в одном чемодане, а голову в другом. Все, кроме сердца». «А куда же вы денете сердце, господин Горохов?» На выходе из кабинета Горохов сказал одному себе почти неслышно: «Сожру на ужин». Выйдя из здания, Горохов направился в микроавтобус с тонированными номерами. На лобовом стекле красовался специальный пропуск Министерства обороны США, разумеется, поддельный. Он сел на одно из сидений в салоне, через 5 минут в микроавтобус. Также в салон залезли 2 парней. Один был худощавым в очках, на вид производил впечатление умника, а второй — невысокого роста, коренастый. Он заговорил первым. «Здравия желаю, товарищ майор». Наклюнулась работенка? Да, в этот раз крупнее, чем обычно. Умник в очках присел напротив и открыл бронированный ноутбук. Подсоединил модем. «Товарищ майор, его кабинет на контроле. Через 5 минут моя программа взломает их систему подавления и фаервол. Затем придут логи всех переговоров, входящих и исходящих звонков. Могу проанализировать прямо сейчас». Горохов кивнул. «Проверь, были ли звонки сразу после моего ухода. Жду. Теперь с тобой». Горохов повернулся к крупному парню. «В этот раз будем работать очень сильного, опасного и опытного человека. Он знаком мне по Югославии, профессионал. К тому же, скорее всего, прикрыт правительством США. Будем считать, что это наш последний совместный боевой выход. Потом каждый из вас сможет заняться своим личным делом». Здоровяк кивнул. «Сумма?» Горохов достал блокнот из внутреннего кармана, написал цифры на одном из листков и показал умнику и здоровяку, затем вырвал листок и сжег прямо в салоне микроавтобуса. Здоровяк присвистнул. «Каждому?» — Горохов кивнул. «Yes, of course. Проведем брифинг на старом месте». «Да. Через 10 минут снимай старшего сержанта с прикрытия». Умник шустро отбивал пальцами клавиши в ноутбуке, щурился через линзы очков и через 5 минут развернул ноутбук к Горохову. «Все готово». Горохов взял компьютер и положил на небольшой столик, вмонтированный в стену автомобильного салона. Повернулся к здоровяку. «Снимай прикрытие, уезжаем». Здоровяк взял в руку рацию. «Андрей, гаси точку и к машине. Уходим». Через 10 минут, пока Горохов изучал отчет, пришел неприметный парень с футляром из-под гитары. Сдалека этого парня можно было принять за ребенка никак не старше 15 лет, но на самом деле ему было около 30. Он был снайпером-виртуозом, мастером своего дела. Когда он влез в микроавтобус, он сразу же поприветствовал своего командира. «Здравия желаю, товарищ майор». Наблюдение закончил. Когда использовался проектор, то наблюдение производил через тепловизор. После вашего ухода заказчик пользовался телефоном. Горохов кивнул. «Знаю». В это самое время он дочитывал транскрипцию телефонного разговора Илона Маска с неизвестным лицом. Транскрипция содержала всего 6 строчек. Алло, господин Хатчинсон, с похоронным оркестром договорился. Похороны с оркестром назначены через 2 недели. Оркестр опытный. Русский национальный оркестр Большого театра? Да. Переводы на подставные
Это на Каймановых островах? Да, с возможностью отзыва транзакции. Вы подготовили крематорий для оркестрантов, когда придет время? Да, после того, как они отыграют. Горохов обладал вспыльчивым нравом, который становилось удержать в узде все труднее и труднее. С возрастом он стал упрям, еще более жесток и решителен. Он понял, какая игра затевалась Илоном Маском и какое место было уготовлено ему и его команде. Но были у него и существенные козыри. Джон Войтович сидел в своем кабинете и курил сигару. В последнее время он курил и сигары, и сигареты. Иногда дымил новомодным вейпом со вкусом черники. И в этот раз, раскурив сигару и сделав несколько затяжек, он достал электронное устройство и выпустил под потолок мощный клуб парового дыма. «Ты уж как пароход, Джон. Может, бросишь? Я понимаю сигары, но это же баловство. Ты ведь не мальчик из Бронкса». Войтович усмехнулся. «Мальчики из Бронкса, Стив. Курят крэк, носят штаны, спущенные ниже задницы, и слушают рэп». Тем не менее, электронный вейп он убрал в стол и снова занялся сигарой. Последние отчеты от нашего умника не внушают доверия. Необходимо усилить контроль. У меня возникло острое подозрение, что господин Маск желает использовать биокомпьютер каким-то иным образом. Стивен кивнул. По последним данным, перспективными направлениями использования биокомпьютера принято считать 3 тезиса. Первый – аналитика военных событий по всему миру и подбор оптимальных решений. Второй – глубинное прогнозирование этапов развития человечества, в частности США. И, наконец, третий – долгосрочный и устойчивый контакт с невземными цивилизациями. Да, именно так. Доложи по делу о подземном космическом корабле на территории ЮАР. Как продвигается исследование? Стивен отошел от стены и взял с подлокотника тонкую кожаную папку. Выложил из нее несколько фотографий. Вот, это внутренняя полость корабля в месте входа. Сработала система защиты. Погибла практически вся группа поиска. А там были специалисты похлеще, чем Рэмбо. Их командир сошел с ума и застрелился. Плутон, я... Нептун. Здесь одни трупы. Галерея завалена трупами. Нептун, что произошло? Немедленная эвакуация. Повторяю, немедленная эвакуация. Да пошли вы все. Следующая поисковая группа смогла дойти до необходимого квадранта, капсулы управления в носовой части, но также вся погибла, просто растворилась в пространстве. Вероятно, еще одна система защиты, но ее смогла обойти третья группа. Отработал хакер-профессионал и смог взломать систему. Удивительно, да, но инопланетяне также используют двоичный информационный код. Третья группа в настоящее время находится на отдыхе, полностью изолирована от внешней среды. Их командир на видеосвязи, сеансы 2 раза в сутки. Войтович молча курил и ждал продолжения. Стивен достал пачку сигарет из своей вечно черной джинсовки и тоже закурил. Биокомпьютер отказался интерпретировать какие-либо данные из корабля, отказался и дать разъяснения. Он просто запретил дальнейшие попытки контакта. «Мы идем по тонкому лезвию, Джон». Войтович нахмурился. «Исследование корабля не прекращать. Я прочел последний отчет ученых, который осведомляет меня, втайне от Илона Маска. На, изучи». Войтович протянул Саммерсу сложенный вдвое тетрадный листок. На удивленный взгляд подчиненного ответил одним словом, таинственно улыбаясь. Саммерс усмехнулся и взял листок. Донесение. Биокомпьютер работает нестабильно, проявляет собственную волю. Его способность считывать информацию при телепатических контактах исключает возможность сокрытия каких-либо сведений от него. Но мы нашли выход. В экспериментах используются подростки от 12 до 15 лет. Их мозг, насыщенный эндорфинами и дофаминами, выделяет особую психокинетическую энергию, которая способна воздействовать на восприятие действительности биокомпьютером. При получении определенной дозы энергии компьютер становится более лояльным. Саммерс протянул листок обратно. Они что, таким образом опьяняют его? Войтович затушил сигарету в пепельнице. Я не знаю, как это назвать, но можно и так. Это все пока на стадии экспериментов. Вы подготовили группу детей для биокомпьютера? Саммерс помрачнел. Да, босс, но мне все это не нравится. Осмелюсь вам доложить, дети, сами понимаете. Войтович не выражал эмоций. Мы служим безопасности США, и это значит то, что мы будем делать все возможное. Где отбирали контингент? Саммерс обреченно махнул рукой. Школа для мигрантов и получивших вид на жительство. Специально отбирались подростки с высоким умственным развитием.
После использования утилизируем. Войтович скинул взгляд и удивился. Как утилизируете? Саммерс помрачнел еще больше. Вы забыли, шеф? Вы же сами приказали задействовать службу хирургической трансплантологии. Войтович отодвинул пепельницу по столу дальше от себя и взял фотографию, полученную с космического корабля, упокоенного в недрах Земли. Да, точно. Прости, Стивен, я замотался. Что еще по кораблю? Корабль можно отнести к разряду реликтовых. Он появился на нашей планете еще в эпоху зарождения человечества. Каменный век. Сами понимаете, Африка, скорее всего, состоялся палеоконтакт древнего человека и инопланетян. Возможно, они внесли какие-то изменения в наш генофонд. Хорошо. Продолжайте работу, Стивен. Вы свободны. Прикажите внизу, чтобы подали машину. Через час буду закругляться. Войтович вместо привычного «ты» перешел на «вы». Стивен знал, что в такие минуты сознание шефа витало где-то далеко и было отвлечено совершенно другими мыслями. Войтовичу грезились древние люди, но почему-то не в Африке, а на острове Пасхи. Совсем недавно он получил сведения из аналитического отдела, что на этом богом забытом островке также некогда состоялся контакт между представителями древних племен и расой серых роидов. Войтович видел все это, как будто воочию. Сильные, могучие и свободные люди стояли перед своим вождем, голова которого была украшена письменами и перьями птиц. Вождь вздымал свой посох и провозглашал среди племени, населявшего остров: «Сегодня мы изберем нового вождя народа, древних птиц, и устроим состязание среди сильнейших воинов. Кто готов ответить за свой клан?» Племя разделилось на 5 скоплений, и из каждого вперед выходили по одному молодому человеку. Первый закричал хриплым голосом: «Я Кахумияй из клана Марамы, семья Макойи». Из другого скопления под одобрительные возгласы и женский визг вышел высокий жилистый парень, тело которого практически полностью было покрыто татуировками. «Я Ханате из клана Муамы, семья Таранги». Следом практически сразу же из толпы выпрыгнул невысокий, очень сильный и крепкий парень с длинными руками, кисти которых доставали практически до колен. «Я Киная из клана Хамия, семья Тиауи». Сразу же сбоку заголосил длинноволосый, на удивление белокожий худой мужчина. Он был настолько худ, что ребра торчали из-под грудины острыми буграми, обтянутыми кожей. Факита из клана Кута, семья Хиры. Последний, с улыбкой смотря на остальных участников, вышел самый старший. Его волосы были забраны в высокий чулпан над головой. Он шел медленно. Мощный торс выдавался вперед под сильной грудью. Он сжимал руки в кулаки, напрягал бицепсы, а затем отрывисто прокричал: «Я Гара!» Мужчина сделал полуоборот назад, указывая рукой на своих кровных, и закричал еще громче: «Из клана Гатима, семья Тика!» Вождь снова вздел посох и стал кричать, заклиная древних богов, творя колдовство. Но племя не ответило приветственными криками и танцами, среди людей царила мертвая тишина. Вождь замолчал, увидев, что все люди смотрят вниз, где у скалистого берега шумел прибой. Он проследил за их взглядом, а после сам не поверил глазам. По воде на громадной скорости к скале мчалось белое каноэ на быстром искрящемся огне. Древние легенды предков оживали. На их остров снова прибыли боги на быстроходном белом каноэ, в которое был запряжен сам огонь. Вождь упал на колени и завизжал, роняя слюну на землю, бился в истерике и знал: боги не обманули их и вернулись, как много поколений назад. Войтович встряхнул головой, освобождаясь от видения. Оно было таким реальным и существующим, будто он сам был там, на острове Пасхи, среди древних племен с длинными мочками ушей. Удивительно, но после работы за биокомпьютером подобные видения все чаще и чаще посещали главу Центра специальных исследований и операций. Видения затягивались, становились все реальнее и осознанней. Но Войтовичу в какой-то мере все это нравилось. Стивен в эту ночь не поехал домой. Он отпустил своего водителя и направился на своем автомобиле на Манхэттен. Добрался всего за час и уже поднимался по знакомой лестнице небольшого дома, поделенного девелоперами на жилые клетушки. Он поднялся на 6-й этаж и постучал в деревянную дверь, которая на вид казалась ветхой, но внутри ее надежно фиксировала металлическая плита. Он постучал 3 раза, потом сделал паузу и постучал еще 2, завершив серию последним сильным стуком. Дверь начала медленно открываться. Стивен вошел внутрь и увидел ее, Камилу Гаруппе.
которая улыбнулась и спрятала пистолет в нагрудную кобуру. Привет, дорогой. Снова заставляешь меня ждать? Я ведь твой телохранитель. Стивен притянул худощавую, идеально сложенную девушку к себе, сразу же привычно опустил ладони на ее упругие ягодицы, обтянутые тканью джинсов. Сжал. Девушка наигранно ёкнула, но Стивен не дал ей ничего сказать, закрыв ее губы поцелуем. Насладился, а после ласково отстранил от себя девушку. «Гарупа, ты мой личный козырь, я не хочу светить тебе лишний раз». Он практически всегда обращался к ней по фамилии, она нравилась ему. Сочетание букв приятно ворочалось на языке. Гарупа. И когда же я займусь настоящим делом? Последний выход, если говорить честно, обескуражил меня. Эти гибриды. Я никогда не могла подумать, что правительства стран занимаются такой чертовщиной. Не могла пошевелиться. Все вокруг казалось каким-то ненастоящим, кукольным. Потом обстановка вокруг меня стала меняться. Я лежала на холодном столе с раздвинутыми ногами и руками, звездочкой. Я не могла, я не была связана, но не могла свести руки и ноги. Я потеряла способность видеть и почувствовала острую, нестерпимую боль внизу. Через мгновение я увидела громадное, ящероподобное существо, крокодила на прямых ногах. Неподалеку находились еще два таких существа. Стивен рассмеялся. Это еще самая верхушка айсберга, детка. Самая верхушка. Камила Гарупи проснулась намного раньше Саммерса. Вылезла из-под одеяла и бесшумно прошла на кухню, бросив холодный взгляд на лицо своего любовника и шефа, телохранителем которого она являлась. Он нравился ей? Возможно, но это была точно не любовь. В свои годы Камила обладала незаурядной внешностью, была красива и опасна, смертоносно опасна. Но к сексу она давно относилась как к некой процедуре, приятной и полезной для здоровья, что-то типа массажа. Мужчины интересовали ее только в двух качествах, как враги и как союзники. Также она понимала, Саммерс, как самец, не мог не обратить на нее внимания, и было очевидно, дело не в любви или привязанности. Она была нужна для определенных задач, а частый секс с Саммерсом в ее небольшой квартирке – это приятное дополнение, приятное и довольно-таки большое, если говорить о половых возможностях ее шефа. Девушка подошла к окну и улыбнулась, вытянула из пачки тонкую сигарету и прикурила. У окна она всегда стояла сбоку, чтобы ее силуэт не был виден снаружи, при этом чтобы все пространство вокруг просматривалось ей изнутри. Профессиональная черта. Внезапно завибрировал телефон, оставленный ей еще вчера на кухонном столе, когда Саммерс нагло разорвал на ней блузку и под громкий смех потащил ее в спальню. Сейчас телефон вибрировал, сигнализируя о сообщении. Странно, очень странно. Этот телефон использовался только для контактов с Саммерсом и специальной агентурой. Кто бы это мог быть? Девушка прочла короткое сообщение, и ее сердце забилось чаще. Вдох застрял в горле, не насытив легкие. Девушка закашлялась и отдышалась, стараясь сделать это как можно тише. Пришло сообщение на русском языке, которым Камилла владела пусть не в совершенстве, но очень хорошо. В сообщении было написано: «Кама, это горох. Как поживаешь, детка? Есть работенка». Следом пришло еще одно сообщение. «Твой номер отследили по домену связи. Умник, ты его помнишь. Я скину координаты, приди навстречу. Все будет, как ты любишь. Намечается бычок». В третьем сообщении была локация места встречи. Гарупа помассировала висок двумя пальцами. Майор Горохов. Она знала его еще в те времена, когда он был капитаном. Под его командованием она ликвидировала одного боснийского молодчика недалеко от Сараева. После еще выполняла кое-что через Министерство обороны Российской Федерации. Кстати, именно Горохов сделал так, чтобы она попала в число международных преступниц, разыскиваемых Интерполом. Но после судьба развернулась все на 180 градусов, и ее завербовали в секретное подразделение под эгидой США, забыв о ее прошлом русском сотрудничестве. А потом вся эта история с Войтовичем. Войтович. Она снова прочитала сообщение в смартфоне. Остановилась на фразе «намечается бычок». Неужели в качестве бычка намечен сам господин Войтович? Девушка встряхнула головой. Она услышала легкие шаги в коридоре и в кухню, как раз в тот момент, когда она удалила последнее сообщение от Горохова. Вошел Саммерс.
Доброе утро, детка. Сделай кофе и имей в виду, в 12:00 будь готова к переезду. Ты слишком долго на этом месте, скоро для тебя будет работенка. Девушка отложила телефон, улыбнулась и произнесла. Еще какая работенка, дорогой, еще какая. С этими словами она села к Саммерсу на колени и поцеловала его в губы. А после, подгоняемая шлепком по ягодицам, пошла делать кофе. Горохов всегда просыпался рано, его мучили кошмары. Кроме того, в этот раз он не стал снимать для себя отдельную берлогу, а поселился вместе со своими людьми в полуразрушенной квартире, снятой в аренду у немца-иммигранта, который, по всей видимости, приторговывал травкой на Брайтон-Бич в Южном Бруклине. В эту ночь он снова пережил ту давнюю историю, случившуюся в Югославии недалеко от деревеньки Ливно у самого Сараева. Сербы никогда не откажутся от попытки взять вновь под контроль столицу боснийского анклава, а теперь уже и отдельной страны – Боснии. Это сейчас, а в те далекие времена у Сараева велись самые натуральные бои с применением тяжелого вооружения. Командир спецназа войсковой разведки Горохов Александр Петрович в те далекие годы был готов ко всему, не боялся ничего и никого, был умен, силен и прекрасно тренирован. Рейд был обычным, можно сказать легеньким. Необходимо было выдвинуться из расположения недалеко от Абляя, зайти боснийским мусульманам в тыл, похитить языка и припроводить его к месту допроса. В подразделении, кроме россиян, находящихся в Югославии как добровольцы в кавычках, было также 2 серба. Во время боя Горохов был контужен и попал в плен. Боснийцы долго били его, издевались всеми мыслимыми и немыслимыми способами, угрожали сексуальным насилием почти каждые 2 минуты, но все истязания прекратились, когда в каменное подземное помещение тюрьмы вошел высокий мужчина в полевой камуфляжной форме. Он разогнал боснийцев-конвоиров, поставил 2 раскладных стульчика, один для себя, второй для Горохова. «Вижу, здесь с вами обходится не лучшим образом». Пришедший мужчина был американцем. Для Горохова это было очевидно. Акцент, манера говорить. Да и кто здесь еще мог быть, кроме американцев, так пользуясь властью над боснийцами, беспрекословно выполнившими его приказ и отвалившими нахрен. Горохов сплюнул кровавую слюну на бетонный пол, вместе с мокротой вылетел осколок зуба. Мужчина прохрипел. «Да пошел ты, сука!» Американец улыбнулся. «Но это все лирика, сударь. Позвольте представиться. Я командир сил специальных операций, старший сержант-инструктор Джон Войтович. Армия США. Да, не удивляйтесь, мы не скрываем этого. Все международное сообщество в курсе нашей помощи боснийцам в борьбе за независимость и демократию». Горохов присел на стул и усмехнулся этим словам. Впрочем, им усмехнулся и Войтович. «У меня к вам есть вполне определенное предложение. От вашей лояльности будет зависеть ваша жизнь. Итак, нас даже не интересует ваше имя и звание. Они нам известны. Всю вашу группу нам сдали сербы из штаба планирования операции Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. От вас требуется одна маленькая услуга». Горохов смотрел из-под лобья еще не заплывшим от кровоподтека глазом. «Какая услуга?» Войтович достал пачку сигарет, закурил сам и предложил сигарету Горохову. «Понимаете, формально мы не можем вести войска НАТО на территорию Сербии. Нужен прецедент, и прецедент, связанный с жертвами среди мусульман на приграничных территориях Сербии. Мы хотим, чтобы вы создали этот прецедент. Мы отцепим несколько сел, обеспечим герметичность. Вы возглавите группу сербских добровольцев. Да-да, не удивляйтесь, она у нас есть. И устроите зачистку этих сел. Нужна особая жестокость. Потом кадры зверств кровожадных сербов попадут на все телеканалы по всему миру. Убитые и растерзанные женщины, дети и их старики». Горохов откашлялся, от табачного дыма болели отбитые легкие. «Зачем вам я в таком случае?» Войтович улыбнулся, открытой доброй улыбкой, но его глаза были холоднее льда. «А с вашей помощью мы докажем вмешательство Российской Федерации во внутренний конфликт республик, некогда единой Югославии. Понимаете? Я вижу вашу решительность отказаться, но вы подумайте, не торопитесь. Для вас все может закончиться плачевно». В бетонную камеру внесли портативную видеокамеру с дисплеем. Войтович взял камеру в руки, раскрыл боковой дисплей и нажал на плей. Горохов смотрел не отрываясь, узнав на видео своего однополчанина по имени Сергей.
Он сидел на стуле, руки были связаны или закованы за спиной. Войтович стоял перед ним и предлагал примерно то же самое, что и минуту назад Горохову. Сергей отказался, и тогда... Войтович зашел за его спину, резким движением вынул нож из ножен на поясе, а через несколько минут поднял за волосы отсеченную голову пленного солдата и показал ее в камеру. Горохов смотрел на все это ошарашенным взглядом. Из оцепенения его вывел голос Войтовича. «Вы можете изменить свою судьбу. Подумайте». Кровь ударила в голову Горохова. Он ринулся на Войтовича, неистово матерясь, но американец применил неизвестный спецназовцу прием и опрокинул мужчину на бетонный пол. В первые мгновения Горохову даже показалось, что у него сломана рука. Тогда чудом удалось сбежать из подземной тюрьмы. Чудом. Боснийцы-конвоиры ширнулись или напились, что и дало шанс для побега. И вот причудливая судьба вновь вывела его на Войтовича, о котором он уже почти подзабыл. Постарел Войтович, постарел, но его холодные глаза все такие же, проницательные и колючие, забыть было нельзя. Этими глазами на молодого еще Горохова в той подземной тюрьме посмотрела сама смерть. Илон Маск сам принимал подопытных, стоя на залитой солнцем асфальтированной площадке. Автобус въехал на территорию кампуса за исследовательским полигоном. Эти поездки не очень нравились Илону Маску, потому что приходилось добираться до места на вертолете около 5 часов. Тем не менее, он был здесь, на полигоне он был готов. Из автобуса на асфальтированный пятачок спускались дети разных полов. Самому младшему было 12, он был один, а старшему 15. Остальным было 13 и по 14. Всего 5, 2 мальчика и 3 девочки. Это были победители региональных соревнований по шахматам Джуно и Лустагия. Илон Маск, одетый в светлую рубашку и белые холщовые брюки свободного покроя, приветливо улыбался. Добро пожаловать, мои дорогие! Вы, как победители интеллектуальных соревнований, как будущее нашей страны, удостоили меня чести вашего визита. Позвольте приветствовать вас. Он подошел к каждому мальчику и пожал их ладони. Девочек он не касался, а просто приветствовал словами. Мы приятно удивлены тому, какие умники и умницы были воспитаны в интернатах и детских домах в Джуно. Приятно удивлены. Что ж, сегодня у нас будет насыщенный день. Сначала мы все покатаемся на Тесле, а потом проведем экскурсию по лаборатории нанотехнологий. Всем вам будут вручены памятные подарки от меня лично, как учредителя интеллектуальных соревнований. Перед катанием на Тесла и экскурсией всех детей повели в кафетерий, откуда уже через 10 минут их бесчувственные, но живые тела на продолговатых каталках спускали на подземный этаж лабораторий. Маск прохаживался вдоль вертикальных колб с размещенными в них людьми. От их голов тянулись тонкие и толстые кабели в сторону центральной стеклянной призмы с гигантским мозгом биокомпьютера. «Господин Маск! Господин Маск!» — ученого окликнул врач из службы предварительной подготовки подопытных. Все 5 детей подготовлены, проведена трепанация и краниотомия. Проводится завершающая стадия подготовки областей мозга перед установкой кабелеводов. Но есть проблема у подопытной Сары Ричардса – эпилепсия. Обнаружили при проведении светозвукового теста. Как поступить? Илон Маск поморщился и повысил голос. Я много раз говорил вам, Коулп, никакие не дети, а подопытные. Просто подопытные. И никаких имен. Им присвоены номера. Что делать? Подготовьте из ее мозга препарат. Испытаем на нем нейростимулирующую жидкость, которой заполнены колбы с препаратами. В последнее время эффект стимуляции падает. Войтович был вне себя от ярости. Он опрокинул на пол монитор компьютера, а после перевернул и сам стол, нисколько не беспокоясь о секретных данных и документах на столе. Затем он схватил пепельницу и швырнул ее в стену. Сразу пепельница не разбилась. Тогда Войтович подбежал к стене, поднял пепельницу и швырнул ее снова, но уже об пол. Саммерс наблюдал за бесчинством босса с легкой улыбкой. Но нужно было прекращать это все. «Джон, возьми себя в руки. Я ведь твой телохранитель и помощник. Все сделано вовремя и в срок. Мы приняли меры. Больше опасаться нечего». Войтович сел на стул у поваленного стола, оттянул ворот у форменной рубашки. «Это сучка, которую ты потрахивал, агент Гарупа. Нужно было еще тогда замочить ее, отдать на растерзание ребятам из спецназа, а после мочить. Я же так и знал, чувствовал».
Саммерс усмехнулся. Я и сам ее драл не хуже команды спецназа. Ее телефон был у меня на контроле. Впрочем, удивлен, как она могла не догадаться. Расслабилась. Сообщение пришло от некого Горохова. Войтович вскинул глаза, что-то проплыло в его памяти далеким призраком. Тускло засветилось и погасло вновь. Саммерс продолжал. Но дело не в нем, дело в нашем умнике. Это акт неповиновения и попытка выйти из-под контроля. Из-под твоего контроля, Джон, понимаешь? Он же тебя заказал. Понимаю, Саммерс. Как ты узнал об этом? Стивен, телохранитель Войтовича, сказал весело, но не улыбался. Не поверишь, увидел во сне, видение. Все досконально было продемонстрировано. После проверил ее телефон через наших техкомовцев, они там ворон не считали совсем. Представь себе, они сообщение от Горохова видели, но подумали, что это агент на связь вышла. Представляешь? Ну так вот, проверил ее телефон и пазл сложился. Войтович почесал затылок, удивленно осматривая разгромленный кабинет. Не верилось самому, что все это натворил он. Саммерс, когда назначена встреча бывшего агента Гарупа и этого Горохова? В памяти снова что-то колыхнулось. Саммерс посмотрел на часы. Через 2,5 часа послать группу? Нет, по-другому. Камилу Гарупа арестовать и подвергнуть ее сознанию изменению, вложить в программу. Сам знаешь какую. Что касается умника. Служба внешнего наблюдения доложила, что в их семье между Илоном и его сыном Ксавье случаются скандалы. Используем это. Вложить программу в его сына. На убийство? Войтович молчал несколько секунд, потом отрицательно качнул головой. Нет. Саммерс, зайди через 10 минут, я напишу, что нужно будет сделать и какие программы воздействия использовать. С Гарупой долго возиться не получится, поэтому используйте сочетание наведенного гипноза и стимуляторы. Горохов сидел на скамейке в Бруклин-Бридж-парк. Он прекрасно замаскировался, на лысой голове ладно сидел длинноволосый светлый парик. Одет он был в длинный женский плащ и синие джинсы. Со стороны могло показаться, что на скамейке сидит огромная баба или же трансвестит. Но ему было плевать, он ждал встречи. Горохов прекрасно знал, на кого работает Гарупа. Знал, что эта жестокая сучка ужасно любила деньги. Прямо до алчности, и только им одним она была верна. Через нее он намеревался подобраться к Войтовичу. Возможно, могло возникнуть промежуточное звено, но об этом он намеревался узнать в ходе дальнейшего разговора с Камилой. Ее он увидел на велосипедной дорожке. Она открыто, ничего не опасаясь, медленно шла к скамейке. Горохов сидел, не выражая никаких эмоций. Странно было, что она шла вот так, запросто, но он ждал. Не доходя 5 метров до скамейки, Камила достала из кармана белой спортивной куртки пистолет и разрядила почти всю обойму в Горохова. Последней пулей девушка застрелилась сама. Через 3 суток новостной канал Daily Mail пестрил весьма интересными заголовками, первым из которых был следующий. Сын Илона Маска Ксавье окончательно сменил пол. Организм подвергся необратимым изменениям. Желание сменить пол было добровольным и давно вынашиваемым. Сам же Илон Маск на следующее утро, вне себя от злости на сына, увидел на столе фотографию. На ней были отчетливо видны головы 4 мужчин. Первая из них принадлежала к Горохову. Сразу же зазвонил телефон. Илон Маск дрожащей рукой снял трубку и услышал знакомый голос Войтовича. «Вы очень нас расстроили, господин умник».